Металлоискатель Quest X10 – это старшая модель из линейки Quest. Благодаря трехсоставной штанге при необходимости можно быстро отрегулировать длину штанги под свой рост или вообще убрать среднюю штангу. Такой вариант подойдет для детей. Таким образом мы получаем легкий компактный металлоискатель с хорошей глубиной обнаружения, который подойдет как для взрослых, так и для детей. Quest X10 работает на частоте 12 кГц. Блок металлоискателя влагозащищенный, но погружать его под воду нельзя. Комплектуется катушкой 9,5 дюймов эллипсной формы. Аккумулятор встроенный, находится в блоке управления, заряжается через USB. Аккумулятор зарядится полностью за 4 часа, а время автономной работы до 19 часов. Разъем для подзарядки аккумулятора и подключения проводных наушников находится на тыльной стороне блока. Правее от него расположен фонарик для подсветки рабочей области. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке управления находится клавиша регулировки громкости. Справа кнопка включения фонарика и подсветки дисплея. На лицевой панели находятся кнопки выбора режима поиска и регулировки настроек. Кнопка включения и меню настроек. Кнопка Pinpoint, кнопка баланса грунта и дисплей. Вверху над дисплеем находится шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение VDI и звуковой отклик. Таким образом, мы понимаем примерно, какая цель находится у нас под катушкой. Металлоискатель Quest X10 имеет 6 вариантов озвучки на выбор. 1 тон, 2 тона, 3 тона, 4 тона, 5 тонов и 6 тонов. Покажем пример на трехтональной озвучке. И 10 сегментов дискриминации. Первые 4 сегмента с VDI от 0 до 40 попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. В сегменты с VDI от 40 до 70 попадают цели из цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В сегменты с VDI от 70 до 99 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона различаются в зависимости от выбранного вами варианта озвучки. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности, рядом мы видим уровень заряда батареи, правее находится установленный уровень громкости и индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 4 сегментов, каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит первый сегмент, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горит 4-й сегмент, цель находится на глубине 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупной цели может достигать до 1,5 метра. Ниже на дисплее находятся режимы поиска. Каждый из них имеет предустановленную маску дискриминации. Украшения. Используйте для замусоренных мест. Данный режим имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цель из цветного металла от металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает мелкие цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. Все металлы. В данном режиме маска дискриминации открыта полностью, изменить ее самостоятельно невозможно. Режим имеет озвучку, pitch и подойдет для поиска всех целей из черного и цветного металла. Монеты. Самый стабильный режим, а скорость восстановления имеет чуть ниже режима украшения. Используйте в местах без скопления металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска все цели из черного металла и не озвучивает их. Пользовательский режим. Режим предназначен для сохранения ваших любимых настроек. Настройки режимов. Режимы украшения, монеты и пользовательский режим при необходимости вы можете самостоятельно настроить под свои задачи. Для того, чтобы зайти в меню настроек, клавишами выбора режима выбираем программу, которую хотим настроить. Далее нажимаем клавишу меню настроек. Нам доступны следующие настройки. Чувствительность. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Далее настройка маски дискриминации. Предустановленные маски заводских программ вы самостоятельно можете изменять под свои задачи. Перемещаясь по сегментам дискриминации с помощью клавиш настройки чувствительности, вы можете исключить нежелательные цели из поиска нажатием клавиши выбора режима поиска. Те сегменты, которые исчезают со шкалы, озвучиваться не будут. Следующая настройка – выбор количества тонов от 1 до 6. Режим «Все металлы» имеет следующие настройки. Чувствительность и громкость порогового тона. Это фоновый звук детектора, который помогает отличить цель из черного металла от полезной цветной. При обнаружении железных целей пороговый тон будет прерываться. Громкость порогового тона устанавливайте так, чтобы он был чуть слышен и не был слишком громким. Отстройка от электропомех. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникать помехи. При возникновении подобной ситуации зажмите клавишу баланса грунта и клавишами регулировки громкости выберите один из 8 каналов, на котором металлоискатель будет работать максимально стабильно. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска.
для эффективной и стабильной работы металлодетектора. В Quest X10 есть два варианта настройки на грунт – ручная и автоматическая. Ручная. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без целей, держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см. Нажмите и удерживайте кнопку баланса грунта, вы услышите непрерывное гудение. Непрерывно поднимайте и опускайте катушку и слушайте звуковой сигнал. Настройте баланс грунта с помощью клавиш плюс и минус так, чтобы звук исчез или был как можно тише. Баланс грунта настроен. Автоматическая. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без цели, держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см. Нажмите и удерживайте кнопку баланса грунта, непрерывно поднимайте и опускайте катушку, пока не услышите звуковой сигнал. Баланс грунта настроен. Для включения подсветки дисплея нажимаем на правую боковую клавишу один раз. Для включения фонарика подсветки рабочей области необходимо повторно нажать на эту же клавишу. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока на дисплее не загорятся все символы. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть с полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели — воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо удерживать клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать.